Когда маленькая девочка пришла в зоопарк, то один из бенгальских тигров сразу обратил на нее внимание и свой хищный взгляд, и буквально по пятам следовал за малышкой. Родители девочки, узнав истинную причину происходящего, были просто поражены. Молодая, семейная пара Конор и Андрея вместе со своей малышкой Мэнди решили посетить зоопарк, где девочка до этого времени еще никогда не была. При этом маленькая Мэнди очень любила животных. Малышка любила играть с их домашней собакой. На прогулке девочку всегда привлекала любая живность, словно магнит. Видя эту невидимую, но такую сильную связь с животным миром, родители отправились вместе с дочкой в зоопарк, уверенные, что это станет незабываемым приключением для ребенка. Конечно же, Мэнди была вне себя от радости и счастья. Она с радостными криками перебегала от одной клетки с животными к другой. Родители едва за ней поспевали. В один момент взрослые отвлеклись на рычащего льва, а когда они обернулись, Мэнди уже нигде не было видно. Андреа вскрикнула от испуга, а Конор стал осматриваться по сторонам в поисках малышки. Но она словно сквозь землю провалилась. Неожиданно внимание пары привлекла группа иностранных туристов, которые что-то живо обсуждали и восхищались около клетки с бенгальскими тиграми. Пара подошла поближе и, наконец, увидела свою дочку прямо около толстого стекла, отделявшего хищника от посетителей. Андреа вздохнула с облегчением, но не стала сразу забирать девочку от вольера, так как та была очень заинтересована происходящим. Мэнди положила руки на стекло и, задорно смеясь, ходила туда-сюда, словно играя с большой полосатой кошкой. Но самое удивительное, что один из тигров не только внимательно наблюдал за девочкой, но и ходил за ней следом. При этом он выглядел не как агрессивный охотник, а скорее, как заинтересованный наблюдатель. Иностранные туристы тоже изо всех сил пытались привлечь внимание грациозного хищника, но его, похоже, больше не интересовал никто, кроме Мэнди. Вдоволь наигравшись, девочка остановилась, после плотно прижала свои маленькие ладошки и голову к стеклу. Удивительно, но тигр практически полностью повторил движение малышки, прислонившись своими большими мохнатыми лапами к ограждению, и дружелюбно зарычал. Возбужденные туристы начали еще больше кричать и фотографировать столь изумительную картину. Родители еще некоторое время позволили Мэнди поиграть с хищником, после чего повели ее в другую часть зоопарка, чтобы поесть мороженое. При этом троица не обратила внимания, что все это время за ними внимательно наблюдал какой-то мужчина. Прошел час, и семья уже собиралась возвращаться домой, однако маленькая Мэйди уговорила родителей вернуться к вольеру с тигром, который так ей понравился. Взрослые согласились. Спавший до этого времени хищник, увидев, что девочка вернулась, тут же соскочил со своего места и направился к ней. Это очень порадовало малышку, которая, похоже, воспринимала огромного тигра словно милого, домашнего котенка. Через несколько минут к паре подошел тот самый мужчина, который наблюдал за ними у клетки с тиграми. Он представился, как Эндрю, смотритель зоопарка. Мужчина объяснил, что тигра зовут Коши и его привезли в зоопарк из Непала. После того, как его ранили браконьеры и шансов у хищника на выживание в дикой природе практически не осталось, Коши поместили в вольер с другими тиграми. Вот только новичок никак не мог адаптироваться и практически все время спал на своем большом камне в углу и очень мало ел. Хищник не проявлял никакого интереса к происходящему вокруг, поэтому сегодняшнее внимание к маленькой девочке очень удивило опытного смотрителя, который объяснил, что это был не интерес животного к своей жертве, а было гораздо больше похоже на общение двух друзей. До этого дня сотрудники зоопарка сильно сомневались, что тигр сможет адаптироваться в неволе, и, скорее всего, его ждал бы печальный конец. Однако встреча хищника с Мэнди показала, что у него все еще есть интерес к жизни и его все еще можно спасти. Пока девочка весело играла со своим огромным мохнатым другом, Эндрю попросил семью вместе с дочкой как можно чаще навещать Коши, пообещав им бесплатное посещение и угощение на территории зоопарка.
Зная о том, как девочка сильно любит животных, родители согласились, а сама малышка буквально запрыгала от восторга, узнав, что теперь они очень часто будут приходить в зоопарк и навещать ее нового друга Коши. Так прошло несколько месяцев, а Коши каждый раз с радостью подбегал к стеклу вольера, как только видел, что к нему в гости пришла его маленькая подружка. Кроме того, тигр значительно окреп, стал гораздо больше есть и даже начал взаимодействовать с другими хищниками. Родители также были рады, так как Мэнди после каждого посещения зоопарка буквально светилась от счастья и даже заявила маме с папой, что когда вырастет, она обязательно станет смотрителем. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.